в Израиле уже практически 2 недели идет охота. Какая охота? Охота за красотой. Сейчас все охотятся на ирисы. Ирисы в дикой природе, полевые цветы. Только не подумайте, что весь народ Израиля рванул на природу, чтобы опустошать цветочные поляны. Вовсе нет. Сюда всех манит красота нетронутой природы, чистый воздух, прекрасные пейзажи, конечно же, редкие виды цветов, ну и фотосессии. А как же без этого? В Израиле всего 16 видов охраняемых законов ирисов. И мы сейчас приехали в район города, хочу сказать, Нацрат-Илит, но его переименовали в 2019 году. Этот город сейчас имеет новое название, называется он Нов-Агалиль. И символом этого города является как раз-таки этот ирис, который называется в Израиле ирис назаретский. Вот он. Посмотрите на него, какой красавчик. Вообще, этот ирис описал немецкий ботаник Регель и назвал его ирисом Бисмарка в честь архипелага Бисмарка. Здесь их очень большое количество, специально есть место. И вот мы тоже приехали сюда, чтобы и показать вам, и самим получить огромное удовольствие. Вообще все взрослые, женщины, дети, мужчины. Больше всего мне нравятся мужчины, которые восхищаются цветами, снимают их на видео и на фотокамеры. Этот цветок – символ одного города в Галилее. В 1966 году он появился на гербе города Нацрат-Илит, то есть Верхний Назарет. И когда город в 2019 году переименовали, то есть дали ему другое название, которое переводится как «пейзаж Галилеи», галилейский пейзаж на иврите означает «Нов-Агалиль», этот цветок все равно остался на гербе города. Ирисы назаретские – это местные эндемики, которые можно встретить не только в горах Назарета и Северного Израиля, но и в Ливане, Сирии и Иордании. Из-за того, что эти цветы были замечены в больших количествах в горах Галилеи, в окрестностях Назарета, их стали называть ирисы назаретские. Цветение в марте месяце. Известно, что в местной традиции в османский период истории Святой Земли было принято высаживать эти красивые цветы в районах кладбищ. Не случайно заповедная зона назаретских ирисов оказалась рядом со старым кладбищем города Нов-Агалиль. Здесь, с парка назаретских ирисов, открывается прекрасный вид на величественную гору Фавор, высота которой достигает почти 600 метров над уровнем моря. Фавор упоминается в Библии, в псалмах Давида и в книге Судей. А в христианской традиции она почитается как место преображения Господня. Для желающих посетить это место даем небольшую справку по геолокации. Это место находится в Галилее, в городе Нов-Агалиль. Это бывший Верхний Назарет, Нацрат-Илит. Чтобы проехать туда, на иврите наберите в навигаторе Waze название Бейт-Альмин-Яшан. То есть это старое кладбище города Нов-Агалиль. И от парковки кладбища спуститесь по лестнице, где увидите зеленый плакат заповедника назаретских ирисов Шмурат Атева Ирус Нацрати. Поторопитесь, ирисы ведь долго не цветут.
остановились. Как же можно остановиться в самый разгар фотоохоты? Будем искать знаменитый ирис Гильбоа. А пока мы едем, посмотрите на этот зеленый окрас близлежащих холмов. Конец зимы и ранняя весна в Израиле – самое красочное и самое красивое время года. И вот мы со стороны юго-востока на горном хребте Гильбоа, длина которого около 18 километров. Наша цель – тропа ирисов на горе Баркан на высоте 497 метров над уровнем моря. И, как обычно, мы даже уже не удивляемся. Навигатор отвел нас в несколько иную сторону. В результате, вместо того, чтобы подняться, мы оказались на уровне Мирового океана. И там произошла наша встреча с первыми ирисами Гильбоа. Обычно я не отвлекаюсь от дороги, и мне до сих пор непонятно, как я увидел эти красивые цветы, уединившиеся на живописных скалах. И вот они, смотрите! Привет всем! Наконец я добрался до ирисов Гильвуйских гор. Ирисы Гильвуйской горы, или еще называют их ирисы горы Гильбоа. Посмотрите, какой размер. Это шикарные цветки, которые в начале марта каждого года начинают цвести. Это эндемик. Он растет на горе Баркан, одна из гор кряжа вершины Гильбоа. И вы видите такие потрясающие экземпляры. Я специально, чтобы вы имели представление о их размерах. Вот сижу рядышком. Он необыкновенно меняет цвета на солнце. Вот даже можно сейчас немножко видеть это. Посмотрите. У этого цветка есть еще одно название – ирис Хайне, в честь ботаника Вильяма Хейна, который в апреле 1872 года обнаружил его на этой горе. Ну это просто потрясающий цветок. Кстати, ничуть не хуже моих любимых орхидей. И что за размер? Это тоже, видите, большой, а это только проклюнулся.
Вот такие чудеса у нас в Израиле на горе Гильбоа или Гильвуй. Это библейская гора. Здесь проходило очень много библейских событий, в частности, войн с филистимлянами. И всем известный царь Саул сложил свою голову именно здесь, на горе Гильбоа, в сражении с филистимлянами. Посмотрите, какие 3 чудесных экземпляра. Особенно вот этот, очень крупный. Потом мы покажем вам, как он выглядит внутри. Это тоже потрясающее зрелище. Здесь оборудованы специальные тропы для туристов, желающих увидеть ирисы. И все эти цветы находятся под защитой государства, охраняются законом. Тропа, по которой мы вот здесь путешествуем сегодня, так и называется — тропа ирисов. И вот эти эндемики расцветают раз в году. Мы их сегодня встретили немало. Показываем вам, делимся этой чудесной красотой. Удивительно, что при лучах солнца он меняет свой цвет. Но вот эти 3 экземпляра, они с каким-то таким особым фиолетовым оттенком. И вот мне очень нравятся красивые продольные такие линии, а на других листьях точечки. Конечно, экземпляр вызывает восхищение. У меня других эмоций и чувств не возникает. Это просто восхищение. Ирис Гильбоа встречается исключительно на территории одноименной горы, в некоторых местах Северной Самарии и к югу от Голландских высот, что делает этот уникальный цветок полным эндемиком. Известен случай, когда на горе Гильбоа был отменен план постройки нового поселения из-за опасности нанесения ущерба популяции ирисов. А это еще 2 потрясающих экземпляра ириса Гильбоа или гильвуйских. И за мной прекрасный вид на долину реки Иордан. Посмотрите, какие у них размеры и вот эти особо фиолетового цвета. Мы видим здесь вот шикарный куст. Посмотрите, вот каких у них листья немножко широковатые. И вот 2 ярких экземпляра прямо в пике своего цветения. А вот здесь набухает еще цветок и выйдет буквально в течение 2-3 дней. А знаете, что интересно?
Ирисы безжалостно выкапывали из-за их красоты. И к 60-м годам прошлого столетия осталось лишь 28 таких клубниц. Добровольцы забили тревогу, вели активную работу по сохранению этого вида и даже вручную опыляли растения. И их деятельность увенчалась успехом. Сейчас на горе растут порядка 1000 клубниц. А добровольческое движение по защите ириса Гильбоа переросло в государственную организацию по защите природы, и ее символом и логотипом стал цветок этого ириса. На побережье Средиземного моря тоже растут ирисы, только другие. Мы едем в заповедник пурпурных ирисов по городу Нетания. Именно здесь, в районе новостроек, располагается этот парк. Город образовался в 1929 году и назван в честь еврейского филантропа Натана Штрауса. Украшением дороги стали эти скульптуры цветов. Все эти виды растут в заповедной зоне буквально в нескольких метрах отсюда. А эти ирисы, за которыми мы приехали, находятся в новостройках Нетании. Обратите внимание, за мной высотки новых районов Нетании, а здесь пустырь. Но это, конечно, не пустырь, очень зеленая зона, охраняемая зона, можно сказать, заповедник. И вот они, красавцы-аргаманы, по размеру меньше, чем уже знакомые вам ирисы назарецкие, но тем не менее очень красивые и в очень большом количестве. Если ирис Гильбоа и ирис назарецкий буквально растут там клубничка, там клубничка, там клубничка, а здесь целые поляны вот таких вот прекрасного цвета ирисов, который называется аргаман. Вообще ирис, название ирис, происходит от греческого слова «радуга». Богиня Ирида шла по радуге, и вот радуга рассыпалась разными цветами и разбросала разноцветные такие цветы. Легенда, связанная с происхождением ирисов от радуги, рассыпавшейся по всей земле и разбросавшей свои цвета в виде вот этих прекрасных цветов, прикликается с легендой о радуге, давшей также жизнь орхидеям. Вообще, конечно, надо отдать должное обществу охраны и защиты природы за то, что все сохраняется здесь.
Какая благодать! Прекрасный солнечный день, но я не в Финляндии, и не в Карелии, и не на острове Валаам, а это берег Средиземного моря. Острова, которые за мной, это не нефть, не мазут, не гудрон. Это самые банальные морские водоросли. И мы нашли даже здесь водоплавающих птиц и рыбаков, которые ловят рыбу. Запах прекрасный. Быть на Тане и не попробовать водичку Средиземного моря. Абсолютно чистая, как слеза. Видимо, до отсюда никакие не экологические катастрофы, ничего не дошло. Абсолютно чистый пляж. Мы прошли порядка 2-3 километров. И вот я трогаю рукой воду, осмотрел внимательно все берега, на запах проверяю воду. Абсолютно чистейшая морская вода. Прекрасно здесь быть. За 2 дня до съемок «Ирисов» в северной части Иудейской пустыни, почти у самого нашего дома в окрестностях Иерусалима, мы встретили вот такие роскошные поляны. И, конечно же, не смогли пройти мимо. Уже месяц как распускаются удивительно красивые красные цветы, похожие на маки. Но это не маки, а ветреницы корончатые или анимоны. На иврите их называют колониот. Из 120 видов этих цветков это единственный вид полевого дикого анимона, который растет на территории Израиля. Этот цветок также под охраной государства. А в 2013 году анимон был выбран жителями страны как национальный цветок Израиля, победив не менее красивый цикламен. Ветреницы в Израиле можно встретить от севера страны до пустыни Негев. Анимон изображен на гербе израильского города Кармель. Распространенный их цвет красный, но кое-где встречаются поляны и с белыми, и с пурпурными, и с сине-фиолетовыми, и с розовыми цветами. В 1950-х годах анимон, как и ирис, был на грани вымирания. И вскоре по всей стране была запущена специальная информационная кампания среди детских садов и школ, которая разъясняла, что цветы нужно защищать и сохранять. В Израиле крайне редко можно встретить кого-нибудь с полевыми цветами в руках. Спасибо всем защитникам природы за то, что своим неравнодушием и трудами они сохранили, умножили и продолжают сохранять эти удивительные создания природы.
Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платонова. Всем огромный привет из берегов Средиземного моря. Желаем всем крепкого здоровья и доброго весеннего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала и благодарим тех, кто уже оформил такое спонсорство. Всем огромный привет из Святой Земли и до новых встреч на следующей следующей неделе. неделе.